Привет! Сегодня я буду делать очень простой торт медовик на сметанном креме. Сначала сделаю коржи. Что мне понадобится для этого? Одно яйцо. Тут у меня яйцо, сахар, масло, мед, соль, сода и мука. Так, к яйцу добавляю сахар, перемешиваю. И еще соль добавлю. Небольшая щепотка. Достаточно просто перемешать, взбивать мне ничего не нужно. Все перемешалось. Теперь добавляю масло. И мед. Теперь ставлю все это на огонь. Кипятить мне не нужно всю эту смесь. Мне нужно просто нагреть ее, чтобы масло и мед разошлись. При этом нужно помешивать смесь. Делаю это на среднем огне. Ну вот масло и мед растопились. Теперь добавляю соду. И перемешиваю. Теперь добавляю муку и замешиваю тесто. Муку я буду просеивать и добавлять частями. Вначале размешиваю венчиком, а потом, когда тесто станет гуще, я буду замешивать тесто руками. Добавляю вторую часть муки. Теперь замешиваю тесто руками. Делаю это в своей емкости, в которой начал замешивать тесто. Тесто очень липкое, прилипает к рукам. Теперь продолжу вымешивать тесто на столе. Для этого присыпаю немного мукой стол и перекладываю тесто. Тесто переложил на стол, теперь вымешиваю. Тесто не нужно долго месить, достаточно, чтобы оно просто приобрело какую-то форму. Оно еще остается немного липким. Теперь из теста сделаю колбаску, поделю на равные части и отправлю в холодильник. Делаю шарики из получившегося теста. У меня получилось 9 шариков, отправляю в холодильник на 10 минут. Для этого выкладываю их на тарелку. Накрываю тесто пищевой пленкой или обычным пакетиком, чтобы оно не заветрилось. Пока тесто в холодильнике, я решил сделать крем. Для этого мне нужна сметана 25-30% жирности, желательно пожирнее, чтобы было погуще. И сахарная пудра. Можно использовать сахар, но почему-то, когда используешь сахар, крем немного разжижается больше, чем сахарная пудра. Странно. И еще сахарная пудра точно перемешается, разойдется в сметане, а сахар нужно будет заранее переложить в сметану, перемешать и оставить еще на какое-то время, чтобы сахар растворился хорошо. Сахарную пудру я просеиваю. Духовку я пока поставил разогреваться на 180 градусов. Сейчас перемешиваю крем, сахарную пудру со сметаной. Достаточно просто перемешать немного, взбивать ничего не нужно здесь. Крем убираю в холодильник. Сейчас буду раскатывать коржи. Для этого присыпаю мукой немного стол. Буду это делать прямо на столе. Теперь раскатываю очень тонкий пласт теста. Тесто нежное и липкое очень, так что проверяйте, не прилипло ли оно к столу, пока вы его раскатываете. И присыпайте достаточно муки. Также коржи можно раскатывать сразу на коврике для выпечки или на пергаменте и сразу ставить на противень, чтобы потом не переносить, потому что тесто немного прилипает к столу. Еще важно сделать небольшие насечки на тесте или проколоть вилочкой, чтобы оно не вздулось. Раскатывал я его на форму диаметром 16 сантиметров. После выпечки я их обрежу, коржи. То есть мне нужно было раскатать их немножечко больше, чем форма. Снова присыпаю стол мукой для второго коржа и раскатываю второй.
Делаю это аккуратно, каждый раз переворачиваю его, проверяя, тем самым не прилип ли он к столу, потому что если он сильно прилипнет, потом будет сложно его снять со стола. Коржи у меня очень тонкие, примерно толщиной, наверное, в миллиметр. Переношу второй корж, немного отряхаю от муки его перед этим, на пергамент, на противень, точнее. Также на втором корже делаю насечки, дырочки и отправляю в духовку до золотистого коричневого цвета. Выпекаются они очень быстро, меньше 5 минут, наверное 4. Пока они выпекаются, я раскатываю следующие два коржа. Пока я раскатываю, мне не нужна идеально круглая форма у коржей, потому что края я все равно обрежу, а обрезки пойдут на края и верхушку торта. Коржи выпекаются просто мгновенно, очень быстро. 2–2,5 минуты. Коржи я испек. Вот такие вот они получаются, вот такого вот цвета. Когда вы их достаете, они очень мягкие, и желательно их сразу обрезать, потому что потом они твердеют, и если вы их будете потом обрезать, они могут раскрошиться у вас. Сейчас буду собирать торт. Здесь у меня крем сметаны, тут я измельчил крошку, обрезки, сделал это в измельчителе. Вы можете сделать, тоже в измельчителе, или если его нет, то в пакетик обрезки и скалкой пройтись по пакетику, и они раздавятся. Теперь буду собирать торт. Сюда немного крема. Крем распределяю полностью по всему коржу. Мне нужно, чтобы мне хватило крема на 8 коржей и еще плюс бока и сверху. Я домазал последний корж. Теперь буду смазывать края, бока кремом, а потом посыплю крошку. Удобнее это делать, смазывать края вот какой-нибудь такой вот штучкой. Если у вас такого нет, то можно ножом. Ложкой будет неудобно, наверное. Но тоже возможно. Крем я распределил, теперь буду посыпать крошкой. Начну с боков. Вот такой медовик получился. Я оставлял его на всю ночь в холодильнике, чтобы он пропитался. А теперь давайте порежем его. Вот такой он внутри. Очень нежный, хорошо пропитанный, в меру сладкий. Такой торт важно убирать на пропитку в холодильник, потому что если его сразу использовать, то он будет твердоватый, коржи не успеют пропитаться. Спасибо, готовьте, всем приятного аппетита и успехов!